Всем привет! Вы на YouTube-канале мастер-классы от Сафроновой Татьяны. В этом видео я вам покажу, как быстро выкроить и сшить юбку солнцеклёш на поясе резинка. Поделюсь с вами простой формулой расчета, которая позволит сшить юбочку абсолютно на любой размер. Такая юбочка шьется очень быстро и очень-очень просто, поэтому это отличный вариант для начинающих. Итак, выбираем желаемую длину юбочки. У меня длина юбки небольшая, составит 30 сантиметров. Для построения юбки солнца на поясе застежкой основной меркой является обхват талии. Но так как я шью юбочку на резинке и без застежки, эта мерка мне нужна лишь для того, чтобы узнать длину резинки. А основной меркой в данном случае будет являться обхват бедер, так как юбка должна свободно проходить при надевании. И к своей мерке обхвата бедер 68 прибавлю еще 4 см для свободного прохождения. Получается 72 см. 72 делю на 2, полуобхват бедер равен 36 см. И далее считаем по формуле, которая подойдет для расчета любой юбки солнца, как для юбки на поясе с застежкой, где основной меркой является обхват талии, так и для юбки солнца на резинке, где основной меркой является обхват бедер. То есть зависит от фасона, какая мерка будет ключевой – обхват талии или обхват бедер, а расчет одинаков. Полуобхват бедер 36 делю на 4 и прибавляю 2,5 см. Получается 11,5 см. Эту мерку мы будем откладывать от заданной центральной точки. То есть это радиус окружности верха юбочки. И уже от этой окружности мы отмеряем длину юбочки. У меня это 30 сантиметров. Всего от центральной точки до низа юбочки получается 41 см и 5 мм. Получается, когда я сложу ткань два раза, стороны моего квадрата должны будут равняться этой мерке 41,5 см. То есть общий отрез ткани для данной юбочки мне нужен с длинами сторон 83 см. И к этому количеству также нужно добавить пару сантиметров на припуске швов, если вы будете подшивать низ изделия, выполняя подгибку. Я буду обрабатывать низ изделия косой бейкой, поэтому припуск не делаю. Здесь у нас будет проходить косая линия, и так как по косым нитям полотно имеет наибольшее растяжение, ткань нужно кроить по этому направлению, слегка оттянув. Ткани для такого фасона юбочки лучше выбирать легкие, струящиеся. Можно использовать и более плотный текстиль, но не тяжелый. У меня ткань праздничная с пайетками. Я буду шить нарядную юбочку. Это у меня сценический вариант. Но мы также планируем впоследствии использовать эту юбочку в повседневной носке, комбинируя с привычными вещами на каждый день. Для пояса взяла эластичную ленту с общей шириной ориентировочно 3,5 см. Без фестончатого края около 3 см. Низ юбочки я обработаю готовой косой бейкой. Это лучший вариант для ткани с пайетками. Мне понадобится примерно 3 метра. Но низ юбочки из легкой ткани можно просто подшить или обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой. Итак, в первой половине видео мы выполнили расчет и узнали, какой величины должны быть стороны квадратной заготовки ткани. У меня стороны квадрата равны 83 сантиметрам. Я уже вырезала необходимый мне квадрат и складываю отрез заготовленной ткани пополам, лицевой стороной вовнутрь, совмещая противоположные срезы. И еще раз складываю, выравниваю, срезы вновь совмещаю. Там, где уголочек со свободными срезами, оставляем его лежащим внизу, а кроить начнем от противоположного уголочка со сгибами. Чтобы ткань при раскрое не ерзала и не смещалась, я ее закалываю булавочками. Сколола по сторонам со сгибами и нижний уголочек сколола булавочкой.
Также можно зафиксировать центральную часть сложенной заготовки. От уголочка со сгибом откладываю 11,5 см в одну сторону и 11,5 см в другую сторону. Вы отмеряете свое значение. Далее от центра, от уголочка откладываю по 11,5 см между сгибами, постепенно перемещая линейку. Метки соединяю между собой. И уже от прочерченной линии откладываю длину юбочки. У меня это 30 сантиметров. По сгибам квадрата мерка уже соответствует заданной, так как заготовку ткани я сразу вырезала по вычисленным величинам. Итак, от вычерченной дуги поочередно отмеряем длину юбочки. Там, где косая линия, не забываем слегка оттянуть ткань перед тем, как поставить метку. Отмечаем до противоположного сгиба ткани. И здесь длина такая же, уже соответствует заданной. Вот у меня 30 сантиметров. Соединяем метки, прочерчивая линию. И вырезаем. Те, кто шьет юбочку с подгибкой низа, не забываем про припуск. И по верхней линии вырезаем. Булавочки убираю, разворачиваю, раскрой завершен. Вот такая юбочка уже получается, осталось только пришить резинку и обработать низ изделия. Эластичную ленту складываем. Если она имеет лицевую и изнаночную стороны, то складываем лицевой стороной вовнутрь. Обхват талии по мерке у меня 56 сантиметров. Данная резинка легко растяжимая, поэтому ее взяла 50 сантиметров, из которых 3 сантиметра припуски на швы, то есть по 1,5 сантиметра с каждой стороны. Вы смотрите по плотности вашей эластичной ленты. Концы стачиваем. Отступила 1,5 сантиметра. Прострачиваю. Делаю закрепку в начале и в конце строчки. Расправляю резинку и припуски настрачиваю на резинку на расстоянии 1 сантиметр. Делаю закрепку в начале и в конце строчки. По верхнему срезу полотнища юбочки отмечаю линию середины переда. Можно выбрать любое место, там, где вам больше нравится. Если ткань с рисунком, выбирайте соответственно то место, где хотите расположить центральный рисунок. Подобные метки я наношу кусочком мыла, так как в дальнейшем эти линии исчезают, в отличие от линий, нанесенных мелком. И соответственно отмечаю боковые линии. С одной стороны линия задней середины и с другой стороны боковая середина. Также ставлю метки и на резинке. Там, где стачивали концы эластичной ленты, между швами отмечаю линию задней середины. Сложила пополам от этой метки, отметила линию середины переда.
И между этими линиями отметила боковые серединки. И теперь скалываю полотнище юбки и пояс булавочками. Для начала скалю метки серединок между собой. Получается, лицевую сторону полотнища юбки прикладываю к внутренней стороне пояса резинки. Припуск оставляю примерно 5 миллиметров. Для меня ориентиром служит вот эта полосочка пояса. Булавочки вкалываю перпендикулярно будущим швам, так как швы буду прокладывать сразу поверх булавок. Скалываю по изнаночной стороне, потому что детали буду стачивать по изнаночной стороне, так как таким образом распределять сборки полотнища и контролировать подачу ткани будет проще. И теперь каждый участок между сколотыми метками поочередно скалываем, распределяя равномерно срезы. Находим серединку на верхнем срезе полотнища между метками и накладываем на серединку между метками эластичной ленты, скалываем. И на оставшемся участке вновь серединку верхнего среза полотнища прикалываем к серединке оставшегося участка пояса. Можно, конечно, сначала проложить оборочную строчку по краю среза, подтянуть за челночную нить и распределить сборки. Но я буду стачивать детали, слегка растягивая резинку, поэтому сразу скалываю детали булавочками. Продолжаем скалывать, равномерно распределяя. Сколола по всей окружности. И теперь буду прокладывать строчку по изнаночной стороне полотнища прямо поверх булавок. Стачивать буду швом мультизигзаг, еще его называют трикотажный стежок. В начале строчки делаю закрепку, стачиваю. Как я уже говорила, ориентиром для меня служит вот эта полоса эластичной ленты. Вы тоже можете выбрать ориентиром какой-то рубчик резинки и не выпускать шов за его пределы. Если вы новичок в швейном деле, но хотите шов проложить ровно. Эластичную ленту слегка растягиваю до длины полотнища каждого сколотого участка и настрачиваю. И опять поправляю, растягиваю эластичную ленту, прокладываю строчку. Продолжаем. Итак, стачала детали между собой. Обратите внимание, что край шовчика попадать должен точно в край среза ткани. Также можно по желанию дополнительно проложить прямую строчку по краю резинки. Я оставлю в таком виде. Далее низ юбочки можно подшить разными способами. Например, если ткань сыпется, обработать зигзагообразной строчкой, подвернуть один раз и настрочить. Или сразу подвернуть два раза и настрочить. Также можно обработать ролевым швом или плотной узкой зигзагообразной строчкой. У меня ткань с пайетками, которые имеют свойство сыпаться, поэтому срезы такой ткани лучше обрабатывать косой бейкой. Здесь также два способа, как пришить косую бейку. Можно сразу обернуть край ткани косой бейкой и проложить одну строчку. Тем более, когда ткань прозрачная, края бейки легко совмещать, их хорошо видно. Но я люблю, когда шов не видно, поэтому расправлю косую бейку, приложу лицевой стороной к лицевой стороне и проложу строчку по линии изгиба.
Далее оберну срез косой бейкой и прострочу точно в шов с лицевой стороны, прихватывая при этом нижнюю сторону бейки. Итак, ткань кладем лицевой стороной вверх. Лицевую сторону косой бейки прикладываю к срезу полотнища, отогнув заутюженный сгиб и совместив срезы. Строчку прокладываем точно по линии сгиба косой бейки. Оставляем свободным конец бейки, примерно 5 мм. Делаем закрепку в начале строчки и прокладываем строчку. Заканчиваю. Оставленный конец бейки отгибаю, совмещаю и срезаю лишнее. Дострачиваю до этого сгиба. Можно поставить метку. Делаю закрепку и сразу стачиваю концы косой бейки. Закрепляю. Нить обрезаю. Теперь оборачиваем срез полотнища косой бейкой. Нижняя сторона косой бейки должна быть чуть шире верхней, то есть чуть-чуть выступать. Вот так на свет видно, как нижний край слегка выступает. Можно дополнительно приколоть булавочками и прокладывать строчку поверх булавок. Строчку прокладываю точно в край бейки, точно в шов. Начну с этого же места, где закончила предыдущую строчку. Делаю закрепку. Бейку поочередно складываю и прокладываю строчку. Следим, чтобы бейка по верхнему срезу была одинаковой ширины. Продолжаем. Строчку прокладываю точно в край бейки, точно в шов. Вот такой кантик получился. Вот такой шовчик с изнаночной стороны. Можно кантик слегка приутюжить. Юбочка готова. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс. Вам не трудно, а мне приятно. Для тех, кто хочет поблагодарить меня за понравившийся мастер-класс и помочь в развитии канала, реквизиты в описании под видео. Я буду вам очень признательна. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!